Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости канала. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить наши обновления. Если вам не сложно, поставьте палец вверх, нам будет очень приятно. Заранее спасибо. А сейчас поговорим о том, что Volvo Concept Recharge открывает будущее с возможностью модернизации. Volvo планирует пересадку мозгов, чтобы автомобили оставались актуальными. Volvo Concept Recharge знаменует новую эру для бренда и, возможно, для отрасли, в которой платформы разрабатываются с учетом эволюции. Многие автомобили предлагают обновление программного обеспечения по беспроводной сети, чтобы клиенты были увлечены своими автомобилями и влюблены в них. Но в стремительно меняющемся автомобильном будущем для поддержания современных технологий в автомобиле потребуется нечто большее, чем просто обновленный код. Таким образом, Volvo планирует планировать и упаковывать свои автомобили с ожиданием периодических обновлений оборудования. Главный исполнительный директор Volvo Håkan Samuelsson сказал: «Если машина прослужит, скажем, 10 лет, я не думаю, что вычислительное оборудование проживет так долго. Если бы вы могли обновить, возможно, через половину этого срока, вы могли бы дать машине еще больше функциональность за последние 5 лет». Этого мнения поддержал Мики Катария, директор по управлению продуктами в Google, партнере Volvo по архитектуре электрических сетей. «Я думаю, что мы должны ввести некоторое понятие аппаратной расширяемости», добавив: «Этот бит контекста. Люди уже модернизировать шины в течение срока службы автомобиля. Так что это естественное понятие, чтобы принести к компьютеру, а также Volvo Concept Recharge, вероятно, предваряет язык дизайна, который бренд планирует использовать в своем большом внедорожнике премиум-класса, который должен появиться в следующем году. Он представит бренду эти и другие новые архитектурные концепции электромобилей, а также станет основой нового поколения моделей Volvo. Автомобиль настолько новый и настолько важен для будущего Volvo, что бренд отказывается от буквенно-цифровой номенклатуры. «У этой машины будет имя, больше похожее на детское», сказал гордый папа Самуэльсон. Volvo Concept конструкция с подзарядкой. По сравнению с Volvo XC90 колеса Concept Recharge сдвинуты ближе к углам, что оставляет больше места для большой аккумуляторной батареи дальнего действия, образующей структурный пол автомобиля. Этот пол на самом деле достаточно низкий, чтобы обеспечить ожидаемую высоту над головой и обзор сегодняшних внедорожников, в то же время интегрируя более низкую и более аэродинамическую линию крыши. Передние стойки сдвигаются вперед, а сиденья немного раздвигаются из-за дополнительного пространства, которое обеспечивается отсутствием двигателя внутреннего сгорания, занимающего пространство в передней части Concept. В этой концепции нет решетки радиатора, так как нет горячего двигателя, который нужно охлаждать. Вместо этого на подобной щиту поверхности нанесен знаковый знак железа Volvo. Подпись дневных ходовых огней Volvo Concept Recharge безошибочно узнаваема как так называемый молот Тора днем, но ночью молоток перемещает часть по горизонтали, как веки, позволяя появиться полдюжине светодиодных фар. Подпись задней подсветки также включает в себя вертикальную подпись самых последних Volvo с горизонтальным элементом, который помогает обрамлять утопленную панель на люке. Согласно концепции, лампы выдвигаются со скоростью, чтобы помочь разделить воздушный поток, но мы не задерживаем дыхание, чтобы эта функция могла работать. Мы действительно ожидаем, что анимация внешнего освещения сохранится, возможно, с множеством загружаемых версий, из которых клиенты смогут выбирать. Скандинавский интерьер гостиной, обтянутый натуральными и экологически чистыми материалами, включая очень тонкий деревянный шпон, через который можно проецировать окружающее освещение. Интерьер Concept Recharge напоминает минималистский скандинавский шик. Безопасность, простота и безмятежность были девизом разработчиков пользовательского интерфейса. Важная информация отображается на большом проекционном дисплее, дополненном сравнительно небольшой и реконфигурируемой цифровой приборной панелью. При этом большая часть информационно-развлекательных функций обрабатывается большим 15-дюймовым вертикальным сенсорным экраном на центральной консоли. Информация, представленная на нем, разделена на большой дисплей навигации с часто используемыми элементами, расположенными под ним в 3 зонах, каждую из которых можно расширять. Передние сиденья крепятся к опорам, чтобы обеспечить максимальное пространство для ног сзади, а вся подушка сидений каждого заднего капитанского кресла может подниматься, чтобы поднять маленьких детей на более безопасную высоту. Подставка для ног поднимается вместе со стульями. Здесь снова приветствующая анимация освещения приветствует пассажиров. Не рассчитывайте на задние двери с петлями и отсутствие средней стойки, чтобы увидеть свет. Это строго концептуальные детали. Volvo Ride или Super Cruise с лидаром. Посмотрите над центром лобового стекла, и вы заметите неровность.
Именно здесь находится лидар-ламинар концепции, обеспечивающий более устойчивую к погодным условиям систему зондирования, которая вносит свой вклад в набор датчиков автомобиля с обзором на 360 градусов. Volvo планирует сделать эту функцию стандартной задолго до того, как начнет продавать какой-либо уровень неконтролируемой автономности, и система будет запрограммирована таким образом, чтобы вмешиваться, а не просто предупреждать водителя в тех случаях, когда авария считается неизбежной. Компания настолько твердо верит в способность системы предотвращать несчастные случаи, что планирует в конечном итоге сделать систему стандартом для всего своего ассортимента, отмечая: мы бы не стали продавать подушку безопасности или ремень безопасности в качестве опции. Тем не менее, эта система скоро разрешит условную автономию типа без руля и глаза на дороге типа уровень 3, во многом как система Super Cruise от General Motors. В настоящее время Volvo называет эту настройку поездка. Изначально система будет работать только на определенных трассах, как и в Super Cruise. Volvo гарантирует, что водитель будет готов возобновить управление, используя две камеры наблюдения за водителем. Одна расположена в центре автомобиля, а другая рядом с передней стойкой, а также рулевое колесо с емкостным сенсорным управлением. Это должно защитить от потенциальных водителей, которые смотрят кино на задних сиденьях. Хотя Volvo не возьмет у вас $1000 сейчас в обмен на обещание полной автономии когда-нибудь в будущем. Двухъядерные вычисления. Первоначальное применение этой новой технологии будет зависеть от двух мозгов, или базовых компьютеров, под управлением операционной системы Android, которая подключается примерно к 100 электронным блокам управления, подключенным через Ethernet. Один концентрируется на управлении транспортным средством, другой — на оборудовании для контроля безопасности и режиме езды. Второе поколение этой установки в конечном итоге объединит их в единый блок для более эффективного охлаждения и управления. Эти системы управляют всем машинным обучением и основными вычислениями, которые регулируют поведение автомобиля. Система была разработана собственными силами и служит мозгом автомобиля, в то время как все подключенные устройства работают как мускулы, которые в конечном итоге обеспечивают обслуживание клиентов. Разработка как можно большей части этого внутреннего пространства дает Volvo возможность контролировать качество обслуживания клиентов. Используя новейшие технологии от шведского партнера по аккумуляторным батареям Northvolt, Volvo утверждает, что ее батареи следующего поколения будут иметь на 20% больше энергии. Чистые литиевые аноды и современные твердотельные электролиты обещают 1000 Вт-часов, литр для батарей третьего поколения, которые, как ожидается, появятся во второй половине этого десятилетия. Генеральный директор Питер Карлсон отметил, что, поскольку аккумуляторный завод Northvolt расположен в районе Швеции, где есть гидроэнергетика, компания может свести к нулю половину углеродного следа, обычно связанного с производством аккумуляторов. Кроме того, Northvolt работает над получением переработанных материалов, чтобы снизить остаточный углеродный след своих батарей. Следующее поколение Volvo также будет иметь более целостное приложение для мобильных телефонов, которое может подключать водителя к более чем одному автомобилю Volvo, к любому личному помощнику по домашней автоматизации, а также к любым приложениям для оплаты зарядки. Когда я могу купить подзарядку Volvo? Вы никогда не добьетесь успеха в этом конкретном транспортном средстве. Но в 2022 году прибудет большой электрический внедорожник с большим аккумулятором с настоящим именем, вероятно, не Recharge, с первым производственным приложением лидара, которого нет в некоторых полностью автономных роботакси или шаттлах. Держите его в течение 10 лет, и Бог знает, на что он способен. То есть до тех пор, пока вы продолжаете платить за то, чтобы поддерживать его мозг и мускулы в актуальном состоянии. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные новости от мировых автопроизводителей.